Всем привет, на связи Алтын. В этом видео я хочу рассказать вам о сложности жизни студентов в Германии. И я хочу заранее сказать, что я не хочу никого отговаривать от переезда в Германию и тем более вас запугать, но я считаю, что важно знать все подводные камни заранее, и поэтому я снимаю это видео. Если то, что я вам расскажу, вас оттолкнет, то я советую вам посмотреть другие варианты, возможно, другие страны или же программа Ausbildung. Итак, сперва я расскажу про свой личный опыт. Как вы знаете, я живу в Германии уже практически 4 года. Сперва я училась в студент-коллегии. Это такие языковые курсы или школа для иностранных студентов. И сейчас я учусь в техническом университете города Брауншвайг по специальности биология. В этом году я перехожу на свой 5-й семестр, это 3-й курс, и за последнее время я испытала достаточно много стресса из-за учебы, и поэтому у меня появилась идея снять вот такое видео. Итак, начнем. Я считаю, что учеба в Германии достаточно сложная, и нужно быть морально готовым к такой нагрузке. Насколько я заметила, многие студенты здесь прям погружаются в учебу с головой. Они также не работают, а получают BAföG, такую стипендию, которую нужно вернуть наполовину через время после окончания бакалавра. Я же не получаю никакую стипендию, и поэтому, возможно, мне сложнее совмещать работу и учебу. И, насколько я заметила, лишь единицы заканчивают бакалавр по моей специальности вовремя. Многие учатся не 6 семестров, как положено, а 8 или даже 10. И это указывает на то, насколько эта учеба достаточно сложная. А теперь умножьте все на 3, потому что все на немецком языке. Если для вас этот язык не родной, то я вам скажу, что это достаточно сложно изучать все эти предметы на этом языке. И здесь в университете мы используем очень много узкоспециализированных слов, которых вы не встретите в обычной жизни, и эти слова вы, возможно, не слышали на своем родном языке, и здесь вы их учите сразу на немецком. Да, в университете уровень немецкого языка очень высокий, и можете даже не ждать, что здесь будет учеба на английском языке, по крайней мере, на бакалавре. Это в случае того, если вы надеетесь на то, что, возможно, здесь некоторые уроки будут на английском языке. Насколько я заметила, здесь от иностранных студентов ожидают того же самого, что и от обычных немецких студентов, то есть нам не дают никаких поблажек или же дополнительного времени на написание экзамена, например. Следующий пункт — это то, что нужно совмещать очень много вещей сразу. Как для приезжего человека, тебе, понятное дело, нужно подаваться на документы, тебе нужно учиться на этой нелегкой учебе, плюс, возможно, работать, как я сейчас делаю. И также у вас могут быть дополнительные вещи, как поиск жилья, например, или переезд. Хотела бы добавить про стипендии. Я раньше думала, что как только я приеду в Германию, я начну получать какую-то лакшери стипендию на 1500 евро и буду жить в шоколаде. Я считаю, чтобы получать стипендию, нужно иметь хорошие оценки, то есть это 1 или 2 по немецкой системе. И когда ты учишься на немецком, и это не твой родной язык, это достаточно сложно, у меня не идеальные оценки, но при этом, если вы нацелены получать стипендию, то, конечно, я не имею ничего против. Я считаю, что это вполне вероятно, если очень сильно постараться, если идти к этому, поэтому, если вы подаетесь на стипендию, я желаю вам удачи. Следующий пункт, который достаточно грустный, это то, что здесь в университете нет такого сплоченного коллектива, как можно было бы ожидать. То есть у меня, например, на потоке 100 человек, и большинство дружат кучками или по двое. И здесь нет такого, как у нас в СНГ, что вся группа собирается, например, за городом или на выходных в баре. Скорее всего, здесь все находят себе определенного друга и, допустим, с ним учатся или же
тусит. К сожалению, общение между одногруппниками у меня такое профессиональное или, я не знаю, формальное. То есть максимум это привет, и с остальными я даже не здороваюсь. Общаюсь я с ними, когда у меня проходят практики, или же когда нужно сделать какую-то групповую работу. И на самом деле от этого иногда бывает чувство одиночества, потому что ты думаешь, и где же мои те самые крутые университетские года, потому что чаще всего я просто хожу на учебу, на лекции и не чувствую вот этого движа, если вы понимаете. Думаю, следующий пункт будет вам достаточно интересен. Это экзамены. Если вы не знали, то здесь оценки выставляются именно за экзамены в конце семестра, а не каждый день на лекциях. И эти экзамены очень важны, потому что это единственная возможность показать себя, показать то, как ты усвоил материал и выучил этот предмет. Экзамены здесь называются клаузур. Они чаще всего письменные, и здесь в Германии нет такой системы, как зачет. Как я уже говорила в своем предыдущем видео, здесь не смотрят за твоим посещением на лекциях, и, понятное дело, в конце тебе не будут ставить никакой зачет за то, что ты просто ходил на лекции. Здесь даже самый активный ученик должен ходить на клаузур и доказывать то, как хорошо он понял предмет. Всего есть 3 попытки, не во время одного семестра, а за весь бакалавр. И, допустим, если вы не сдали 3-й раз, вы должны пойти на устный экзамен. И если все же до этого довести, и если не сдать устный экзамен, то, к сожалению, вас могут отчислить. И, по крайней мере, насколько я слышала, даже запретить изучать этот предмет во всей Германии. То есть это очень такая грустная ситуация, которая, возможно, случалась с некоторыми. Минус экзаменов здесь — это то, что часто они проходят всего лишь 1 раз в год, то есть за 2 семестра. Вот как раз ровно через неделю я пишу экзамен по биохимии, и он будет огромным, на 4 часа без перерыва. И вся информация, которая будет на экзамене, мы изучали за 2 семестра. Это очень много, и это достаточно стрессово осознавать, что тебе так много нужно выучить именно к одному экзамену. И если, допустим, ты не сдал этот экзамен, то часто бывает так, что тебе нужно ждать еще 1 год, и из-за этого как раз-таки многие учатся больше, чем нужно. Вообще минус экзаменов здесь — это то, что их ставят рандомно. Здесь нет такой экзаменационной недели, где вы, допустим, каждый день или через день пишете экзамен. Это тоже сложно, но я, допустим, в этом году пишу экзамен каждый месяц, и у меня постоянно такой экзамен-мод, потому что я всегда к ним готовлюсь. И, как вы уже поняли, их ставят рандомно, как будет удобно профессорам. И иногда это очень неудобно нам, потому что я, например, не смогла спланировать поездку в Казахстан в этом году, и из-за экзаменов и также практик, о которых я вам дальше расскажу, я не смогла полететь в свою родную страну в этом году. Следующее, про что я вам хочу рассказать, это практики. И я думаю, это касается именно моего факультета биологии, потому что у нас очень много практик. Вот можно сказать, что по каждому предмету у нас есть 1 или 2-недельная практика. И как же они проходят? То есть мы с 10 утра до 4 вечера находимся в лаборатории и выполняем ряд заданий. Например, мы проводим эксперименты, или же мы обсуждаем эксперименты, или же что-то еще связанное с этим. И так вот, это очень энергозатратно, это достаточно выматывает, и самое ужасное, что это проходит в любое время. То есть, как и экзамены, их ставят по желанию профессоров. И у меня вот, например, практики были
как и во время лекций, так и во время каникул. А также они вообще могут пересекаться с клаузурами, что очень сложно, я считаю. И при этом клаузуры намного важнее, чем практики, потому что за практики не дают ни оценок, ни кредитов. Можно сказать, как круто, можно просто отдыхать и ничего не делать на этих практиках, но на самом деле в конце нужно сдавать отчет, это у нас называется протокол, либо писать дополнительный экзамен. И если ты не сделаешь то или другое, то у тебя просто будет не засчитана практика, и теперь ее нужно сдавать еще раз в следующем году. И вообще, вот это вот отсутствие кредитов или же Leistungspunkte — это самое обидное, потому что если бы нам давали хоть какие-то, я не знаю, награды за прохождение этой практики, было бы очень приятно, потому что это очень много нагрузки, и в конце ты как бы не получаешь ничего, и от этого становится обидно. Тем более, что это очень часто мешает твоей подготовке к экзаменам. И еще иногда бывает так, что на практику тупо нет мест, то есть всего в лаборатории, допустим, 30 мест, а вас 50 человек, и все остальные, кто не успел записаться и не получил место, должен ждать еще, допустим, семестр. Как итог, я могу вам сказать, что плюсы все же есть, и их достаточно много. Именно поэтому мне в целом нравится здесь жить, и я хочу здесь оставаться. И я считаю, что каждый решает сам за себя, что сложности можно преодолеть, и когда-нибудь это все же закончится. Возможно, я это буду вспоминать даже с теплотой на сердце. И это был лично мой опыт, у вас может быть совершенно по-другому, поэтому, как и в начале видео, я не хочу никого отговаривать, но вот так. И спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Напишите в комментариях свое личное мнение, а также хорошего вам дня и пока! Tschüss!